А знаете, что это такое? Это Asus ProArt Display 27-дюймовый. И я вам обещал его обзор, когда делал топ-5 дисплеев и говорил, что я его использую. Так вот, на канале Технозон именно профессиональный монитор, 2К монитор, не для игр, хотя поиграть тоже можно, у него достаточно низкая задержка. Так вот, на канале Технозон поехали. Если вопрос про то, какой это дисплей, это ProArt Display PA278 CGV. Знаете, что я сделал? Я вам даже наклейку налепил. Криво, конечно, ну простите. Ну так уж презентую вам его. Смотрите, 2560 на 1440. Теперь по профессиональным моментам. AMD FreeSync, USB Type-C монитор, соответствие цветов Delta E меньше 2. У нас IPS ультраширокая матрица 144 Гц, и кроме DCI-P3 95% соответствия, он соответствует цветовому пространству на 100% sRGB и Rec 709. И те, кто занимается монтажом видео, мы сейчас видим здесь конкретно у нас на монтаже видео, они знают, о чем я говорю. Мы сейчас с вами видим вот такую вот цветовую рамку. Это Data Color. Это базовые цвета, это правильные откалиброванные цвета, которые служат, это базовая цветокоррекция, которая служит для цветокоррекции конечных видео либо фото. Вы здесь видите таймлайн, видите меня с этой рамкой, видите, какой я здесь. Это все очень хорошо, чуть дальше покажу, что мы с этим делали. Но главное в этом дисплее не то, что мы сейчас дальше увидим. Смотрите, это главное, что у нас есть. Это сертификат на тестирование, это знаете что, отчет о тестировании лабораториями Kalman. Данный монитор калиброван Kalman. Kalman это очень крутая контора, которая занимается конкретно калибровкой различных визуальных устройств для вот этих самых, для мониторов, грубо говоря, для телевизоров. И если есть вот такой вот сертификат, то он будет отображать конкретно правильные цвета, конкретно для цветокоррекции. Знаете, что у нас здесь есть еще? Давайте мы здесь посмотрим. У нас здесь есть вот такой вот даже, вот такая вот штучка. Смотрите. Проверено Kalman. Проверено Kalman. И это бренд. Это бренд, который говорит, черт возьми, о профессиональности данных цветов. При том, что мы здесь получили, то есть мы использовали люминометр, вот он, это у нас для измерения светимости экрана, мы замерили яркость. И, конечно же, мы чуть-чуть поигрались с, скажем так, со спектрометром. Но для начала давайте посмотрим на интерфейсы и на удобство вот этого всего монитора в плане его, скажем так, конструкции. А теперь про эргономику. Линеечка ее так возможно. Да, вот видно ее хорошо. Теперь смотрите. Вот у нас Asus. Хоп, видели? И это же еще не все. А такой вариант видели? Крутяк. Крутяк. При этом это все поднимается, делается различными углами. Это просто круто. А вот теперь давайте посмотрим, что же у нас сзади. И на интерфейсы в том числе. Сзади у нас интерфейсы расположены снизу. Все это снизу. У нас есть вот такая вот скоба съемная, которая позволяет делать кабель менеджмент. То есть мы по сути заводим, это держатель для кабелей. Давайте его уберем, чтобы он нам не мешал. Теперь смотрите. По интерфейсам. Само собой, разъем питания. Кнопка включения-выключения, которая, откровенно говоря, не очень удобна. Динамики мы здесь не будем проверять, потому что динамики, честно вам скажу, здесь для вида, хотя они здесь есть. Теперь смотрите, у нас есть разъем для вот этих вот для наушников 3.5, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort, есть у нас USB под DisplayPort с Power Delivery 90 Вт. И есть по типу хаба, то есть если вы подключаете ваш ноутбук через этот DisplayPort, то он само собой будет и передавать изображение через него, через USB Type-C, и передавать сюда USB у нас будет коннект на вот эти штуки, то есть вы сюда можете что-то подключить, например, какой-то хранитель или еще что-нибудь, и это у вас будет дополнительный USB хаб. Здесь может быть флешка, жесткий диск, неважно что, но это будет работать через этот вот разъем. Сама по себе нога прикольная вообще, то есть это... Блин, она тяжелая, то есть это, знаете что, это произведение искусства, как по мне. То есть этот монитор,
Этот монитор, это произведение искусства. Вы можете его опускать в самый низ, вы можете регулировать наклон, вы можете его регулировать вниз, вверх. Это топ. Ребята, это просто топ. А углы обзора, вы сейчас видите на проходке, у нас вот широкий угол обзора, то есть здесь 170-178 градусов углов обзора. Для меня эргономика просто идеальна. То есть это топ-дизайн, топ-эргономика, топ-монитор. Я вам говорю серьезно. Для меня это супер. Есть даже разъем под замок Кенсингтона. И здесь еще 2 дополнительных USB-шечки. Видели? Круто? Круто. Ох и мониторчик, ох и мониторчик. А теперь пошлите и посмотрим, из-за чего же он называется конкретно профессиональным. Ну что, посмотрели? Интересно. А теперь давайте чуть-чуть про то, что нам заявляется производитель. ProArt, Kalman. И здесь у нас есть и дисплей HDR 400. Теперь у нас HDR до 400 нит. Яркость. Ребята, соврали. Вы сейчас видите, мы замеряли лично на HDR. Пиковая яркость у нас была 443 нита. 443 кандел на метр квадратный. Ребята, соврали гады, сделали лучше. Дальше у нас до 144 Гц в VRR, а это значит, что у нас здесь есть AMD FreeSync Premium. Ну, конечно же, можно G-Sync использовать, но вне сертификата. Дальше, то, о чем я говорил. Цветовая аккуратность у нас дельта E меньше 2, что подтверждается самими замерами Kalman. Ну дай мне, пожалуйста, эту бумажку. Там как раз, нет, вот тестовую, там как раз про это сказано. У нас дельта E2, у нас дельта E даже меньше единички, даже меньше половины единички, ребята. Эргономику вы уже посмотрели. И вот USB Hub. USB Hub, USB Type-C, я вам показываю такой вот фокус. Смотрите, я сейчас отсоединю, и у меня отключился мониторчик, да? И у меня отключилась зарядка. Но дело в том, что данный монитор пробрасывает Power Delivery для моего ноутбука. Я подключил. Та-дам! И у меня зарядочка. Пошла зарядочка. Все, заряжается. Заряжается. На мониторчике включился HDR. Но это все тоже мелочи жизни. По техническим характеристикам. Что у нас тут заявляются? 27 дюймов, IPS, sRGB 100%, REC 709 100%, DCI-P3 95%, 350 кандел на метров типичная яркость, 400 кандел на метров пиковая яркость, мы уже поняли с вами, что это больше. 10 бит, ну здесь немножечко приукрасили. Дело в том, что у данного монитора не 10 бит, а 8 бит плюс FRC. Это так называемые псевдо 10 бит, но вы не заметите разницу абсолютно никакую. Давайте дальше смотреть. Максимальная 144 Гц, и у нас время ответа 5 миллисекунд. То есть задержка 5 миллисекунд, этого более чем достаточно для игр. Без фликера, то есть у нас есть убирание мерцания, и также у нас есть HDR10. Что по поводу видео? По поводу видео у нас тут опять же рассказывают, что есть HDCP 2.2, есть окно в окне и опять же VRR. Больше нам здесь ничего такого интересного не рассказывают, кроме того, что у нас на HDMI есть поддержка 24 Гц. Это немаловажный аспект. Также у нас на USB-C на дисплей-порте у нас 30-144 Гц. Ну и больше нам тут смотреть нечего. Если пойти на рекламный сайт, на основной сайт, то там, конечно, вам расскажут, мама родная, тут и 2D, и 3D рендеринг подходит, и соответствие sRGB и REC 709 100%. Я бы мог вам показывать бесконечное множество вот таких вот замеров и графиков, но мне достаточно вот этой вот бумажки для того, чтобы не морочить голову с этими графиками и не выяснять соответствие. Ну, извините меня, кто я такой, чтобы оспорить проверку Kalman? Если вы можете оспорить проверку Kalman, давайте напишите, я хочу посмотреть, как вы с Kalman спорить будете. Давайте дальше. Они, конечно, тут прикольно показывают вот такие вот режимы Color Gamut, когда вы включаете для разных моментов до и после, но это вы уже можете сами пойти в описании под видео по ссылке. Кстати, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить дальнейшие наши видео, и ссылка на официального продавца и вообще на официальный сайт лежит у нас в описании под
под видео, можете сами пойти посмотреть, как это будет выглядеть. Теперь у нас есть ProArt палитра. Это значит, что здесь можно свою палитру настраивать. Ну, по сути, чуть-чуть по-другому это все выглядит. Теперь различные режимы по типу вот такого вот маркера по центру экрана. Но как бы маркер я бы использовал как игровой. Я его так и использовал в CSGO и в CS2, грубо говоря. Ну, одно и то же. И есть у нас безопасная зона, когда мы, допустим, что-то редактируем при соотношении сторон 1 на 1. У нас есть линейка верхняя, хотя у нас есть и нижняя линейка, вы ее уже видели, и различная кастомизация. Ну и само собой Ultra Low Blue Lighting технология, которая сертифицирована TÜV для того, чтобы не портились ваши глазки. Но давайте вернемся к нашему монитору. Дело в том, что по цветокоррекции, то есть давайте вот тут аккуратненько оторву, давайте сниму его. Вот так вот, чтобы оно нам не мешало. Я его лепил, вернее, Лена лепила. Чтобы вы понимали простым языком, это значит, что на данном мониторе вот эти вот цвета, они будут выглядеть не приблизительно, а точно так же, как вы видите их в реальной жизни. Поэтому цветокоррекция на мониторе делается именно на таком. И если вам кто-то скажет, что он редактирует фотографии, какой-нибудь видеомейкер или фотограф редактирует фотографии или делает видео с цветокоррекцией не на профессиональном мониторе, разворачиваемся и уходим, потому что это все фигня. И даже базовая коррекция по простому белому цвету даст нам представление о том, как я выглядел в реальности. Я был более красный. Если говорить о том, чтобы убрать мою красноту, то мы можем, конечно же, тут, грубо говоря, поработать чуть-чуть с красным цветом, поиграться, да, в какую-нибудь сторону. Я стал уже чуть-чуть еще, конечно. И вот здесь я уже вот не такой красный, мы, грубо говоря, чуть кривыми выровняли, да, мой цвет лица по сравнению с тем, что было. Я, конечно, показываю сейчас полную чушь, но вы должны понимать, что именно здесь, если вы откорректируете таким образом, скажем так, цветокоррекцию сделаете, то само собой это будет соответствовать реальным цветам, которые мы с вами заложили. То есть вот так вот и будет выглядеть на правильных там телевизорах, мониторах и тому подобное. Но это все даже не относится, допустим, к видео. Вернее, к видео это относится самым прямым способом. Если говорить о том, чтобы он поддерживал HDR, он поддерживает HDR. Мы с вами можем просто-напросто давайте выберем параметры дисплея и включим конкретно второй дисплей, вот этот вот. Вот, пожалуйста. Мы сохраним изменения, то мы с вами видим в параметрах дисплея некоторые моменты. У нас включен HDR здесь. Сейчас, вот мы выберем второй, PA78. У нас все поддерживается, и HDR и тому подобное. И об этом может сигнализировать именно вот здесь вот такой вот значок HDR. То есть, если мы перейдем с вами в менюшечку HDR, то у нас здесь есть еще и выбор различных моментов. То есть там HDR базовый, PQ Clip, PQ оптимизированный. Но при этом в HDR вы не можете выбирать, конечно же, режимы цветопередачи, то есть различные режимы с цветовым пространством. Поэтому HDR это так, для меня поиграть, либо поработать с HDR видео, бывает и такое, либо поработать с фильмами, грубо говоря, посмотреть какой-нибудь HDR контент. Отключим HDR однозначно, я его выключу, то в пресетах мы увидим с вами различные штуки. sRGB, это цветовое пространство sRGB. Ну, во-первых, мы видим, что у нас здесь 2560 на 1040 60 Гц, режим основной, USB Type-C и яркость 50%. Вот, мы сейчас с вами включим 143, грубо говоря, Гц. Вот так вот возьмем и нагло включим. Все, включили. 2560 на 1440 144 Гц. Идем обратно в меню. Но это будет работать либо на Type-C, где вы видели, что у меня сейчас Type-C, либо на DisplayPort. Также у нас есть режим sRGB, режим sRGB, где у нас соответствие 100% цветовому пространству, Adobe RGB. Есть у нас Rec 2020, это для работы конкретно с HDR видео. Есть режим DCI-P3, есть режим DCOM и режим Rec 709. Ну, например, мы включили с вами режим Rec 709.
Есть у нас, кстати, палитра, где мы можем с вами поработать с палитрой. Есть контраст, яркость, оттенок. Ну, давайте я чуть яркость добавлю, для того, чтобы у нас на видео было все видно более отлично. Яркость здесь просто сумасшедшая, я вам серьезно говорю. Дальше. У нас здесь есть, кроме оттенков, есть цветовая температура. У нас есть 4 пресета. Видите, 5000, 5500, 6500 и 9300 кельвинов. Дело в том, что вы при съемках сами знаете, ну, обычно те, кто снимают, они знают, сколько цветовая температура их ламп. Вы здесь можете выбрать гамму от 1.8 до 2.6 различным шагом. Есть у нас настройка RGB. Заходим, у нас есть усиление цветов и есть у нас смещение. У нас есть усиление цветов и есть смещение цветов. Это вы тоже должны понимать. И уровень черного. То есть здесь у нас конкретно можно работать с уровнем черного. Есть глубокий уровень, обычный уровень и выставляете мануально. Это очень классная тема. И вот если говорить уже про соответствие цветовых пространств, то что вам может напоминать эта палитра? Я вам объясню. Элементарная палитра, даже в обыкновенном Paint, это она и есть. Вот она, это палитра. То есть вот это вот базовые основные цвета. Теперь хотите прикол? Я вам просто сейчас показываю, да, обыкновенным спектрометром вот вставку, где мы проверяли выборочно цвета. Ну, я же говорю, я не специалист Kalman для того, чтобы опровергать их заключение. Но реально по спектрометру у нас есть соответствие. У нас раньше был калибратор, который, к сожалению, с начала войны мы потеряли по определенным причинам. Но у нас сейчас вот по спектрометру, который мы, кстати, калибровали именно по этой таблице спектрометр, у нас идет совпадение цветов в режиме sRGB и в режиме REC 709. На секундочку, ребята, на секундочку. Это профессиональный монитор для правильных фотографий, для правильного видео, для правильного всего. Абсолютно всего. И это то, что касаемо вот этих вот профункций. Теперь линейка, да, у нас есть линейка. У нас также есть линеечка, если мы пойдем в меню, покажи, пожалуйста, меню. Кроме палитры, у нас есть меню изображения. Здесь, ну, здесь у нас есть регулировка резкости, есть trace free, есть контроль пропорции, диапазон входа, где мы для HDMI можем поставить, допустим, полный HDMI. Это, кстати, для HDMI относится. Либо лимитированный от 16235 до 16254. И фильтр синего цвета. Это там, где у нас конкретное избавление от вот этой вот штуки, которая у нас, скажем так, вызывает болезнь глаз, усталый глаз. Есть у нас окошко в окошке, но оно работает от основного сигнала DisplayPort. Если подключить через DisplayPort конкретный со стационарного компьютера, то в виде окна в окне вы можете вывести, допустим, что-нибудь с HDMI. Также у нас есть Quick Fit Plus. Классная тема. У нас есть безопасная зона. Если вы редактируете какой-нибудь, допустим, документ, фотографию, либо какой-то пост, то здесь у нас выбирает 1 к 1. То есть вы можете при предпросмотре 1 к 1 посмотреть, например, для поста в Instagram вы что-то делаете. И оно ставит безопасную зону, за которую вам вылазить нельзя. То есть это очень удобно. Так, из нее можно выйти из безопасной зоны. К тому же у нас из безопасных зон, сейчас я вам покажу, есть у нас вот такая вот сюжетно важная, как она называется. Вот видите, когда у нас вот она, безопасная зона, сюжетно важная, это так называется сама по себе зона. То есть обеспечивается конкретно показ вот этой вот штуки. Теперь в меню у нас есть с вами, давайте еще раз войдем, для заголовков и 3 на 3. Вот есть у нас. Вот 3 на 3 это когда у нас 3 на 3 прямоугольника, и мы можем, грубо говоря, что-то центрировать, допустим, в какой-то зоне где-то что-то акцентировать. То есть это тоже используют дизайнеры, и это все в этом мониторе есть. Отличная тема на самом деле. Также мы можем здесь выставить дополнительную линейку сверху. Вот она у нас появилась, линеечка. Можете посмотреть. Она черная, просто такой темный фон у меня. Ее видно? Да, видно хорошо. То есть это дополнительная линейка, которая есть у нас внизу. Также у нас, давайте покажу вам еще. Также у нас есть маркер по центру. Я вам скажу так. Маркер я использовал для игр, для прицеливания.
То есть это такое себе, знаете, ну, это наглость. Он, конечно, сейчас темный, они не позволяют, это же не игровой монитор, ему, блин, не видно, сейчас мы попробуем. Давайте сейчас попробуем персонализацию. А вот его видно, вот он, маркер появился. То есть маркер центра это я использовал для игр, но маркер здесь тоже есть. Это наглость, конечно, такая, потому что по-хорошему в игровых мониторах он подсвечивается разными цветами. Ну и больше здесь ничего нет, есть режим зеркалирования. Также у нас есть сигнал, где мы можем выбрать Type-C DisplayPort 2 HDMI. В настроечках у нас есть AMD FreeSync Premium. Также у нас есть динамическое затемнение, так называемый Dynamic Dimming, энергосбережение, настройки меню. Это такой себе звук. Тут есть звук. Есть у нас поток DisplayPort. То есть мы можем, допустим, выбрать поток DisplayPort, DisplayPort плюс USB 3.2. Давайте я выберу DisplayPort плюс USB 3.2, он включит у нас его в такой режим. Появился наш монитор, ну такой, давайте вернемся обратно в менюшечку. Он переключился на другой монитор просто-напросто. И в настройке у нас больше ничего нету. Но у нас есть еще такая штука, как выбор сигнала. Объясню. Дело в том, что я на этом мониторе еще смотрю. Я смотрю фильмы, то есть у меня сейчас, вы видите, да, стоит ТВ-бокс, я здесь подключил себе Android TV, но я вам скажу так, если кто-то рассчитывает, что здесь матрица конкретно 24 кадра, то чуть-чуть нет, хотя здесь есть HDR, вы поняли, он поддерживает HDR, включилась изначально HDR. Да, 24 кадра, оно дает переключиться, оно поддерживает либо 4К, мы можем, слушайте, а если включить режим 4К 2К, вот он монитор, ну давай, вот он монитор, который позволяет работать в 2К. Когда говорят, вот мы подключили ТВ-бокс к монитору, и он не дает нам выбрать 2К, можно, но здесь 2К будет 30 Гц. 2К будет 30 Гц конкретно от ТВ-бокса. Это если говорить конкретно с ТВ-боксами. А так это будет Full 60, 50, либо 24 кадра. Другие мониторы не дают выбрать 24 кадра. Этот дает. Насколько они правильные или нет, не нам с вами судить, потому что это все-таки монитор, а не телевизор. И здесь более профессиональная, скажем так, работа с ним, то есть это для более профессиональной работы. И занимаюсь я конкретно, когда мастерингом 4К HDR роликов каких-то, то само собой это мне помогает на этом мониторе смотреть конечный результат. И смотрится на этом мониторе это просто сногсшибательно, да? Но опять же, я вам скажу, есть определенные проблемы при использовании монитора под TV-бокс, потому что TV-бокс его не видит как HDR-телевизор. Да, он может включить HDR на постоянно, но адаптивный HDR здесь нормально работать не будет. Но это уже издержки, это монитор, это не телевизор, ребята, не путайте, пожалуйста. Но все равно киношку я здесь могу посмотреть. Ну и в принципе, да, как мы понимаем, то есть для игр он тоже подойдет, но цель этого монитора это не игры. Это далеко не игры. Это конкретно профессиональная серия с обалденными вот этими вот классными моментами, которые здесь есть, да, с соответствием цветов, сертификацией и тестированием Kalman. Я вам скажу так, монитор реально топ. И я думаю, вы понимаете теперь, почему я его конкретно поставил на первое место в свое время, потому что я реально в него влюбился. Когда я еще первый раз делал на более старую версию обзор, то я тогда еще понял, что это вот действительно очень-очень топовый монитор. С классной яркостью, с хорошей диагональю и, конечно же, с очень обалденной эргономикой. Ну а с вами был Bubble и вот такой вот прекрасный монитор на канале Технозон. Пока.